В феврале 2025 года правительство Непала закрыло Эверест полностью. Без объяснений, без сроков открытия, без пресс-конференций. Официальная причина – угроза национальной безопасности. Но уже через несколько дней в сеть утекли спутниковые снимки. На высоте 8000 метров стояли военные палатки, а вокруг лагеря была выставлена охрана с оружием. Альпинисты, которые находились на горе в момент закрытия, были эвакуированы вертолетами и подписали соглашение о неразглашении. Один из них, норвежский гид Эрик Хансен, нарушил запрет и рассказал журналистам о том, что видел в базовом лагере. Существо, которое не было похоже ни на одно животное, известное науке. ДНК-тест, проведенный прямо на месте, дал результат, который ученые отказываются комментировать публично. Последовательность генов не совпала ни с одним организмом в базе данных Земли. Хансен рассказал следующее. Тенцинг водил группы на Эверест 19 лет и никогда не разворачивал. 23 января его группа поднималась через третий лагерь, когда шерпа по имени Тенцинг Норбу остановился и отказался идти дальше. В этот раз он сказал одно слово на непальском и сел на снег. Слово означало «мертвое место». Через 200 метров выше группа Хансена обнаружила тело. Точнее, то, что сначала приняли за тело. Существо лежало в углублении между двумя скальными выступами на высоте 7900 метров. 4 конечности, но расположены симметрично. 2 спереди, 2 сзади. Без явного разделения на передние и задние лапы. Кожа серо-белая, почти прозрачная на свету, без шерсти, без чешуи. Размер примерно с крупную собаку, но форма тела не соответствовала ни одному животному. Голова непропорционально маленькая относительно туловища. Глаза закрыты. Хансен решил, что существо мертво. Затем оно открыло глаза. Хансен описал цвет глаз как янтарный с вертикальной щелью зрачка, но зрачок двигался горизонтально. Существо не проявило агрессии. Оно просто смотрело на людей около 40 секунд, затем закрыло глаза снова. Один из участников группы, британский врач Джеймс Коллинз, достал аптечку и взял мазок с поверхности кожи существа. Это решение изменило все. Коллинз использовал портативный анализатор ДНК, устройство размером с телефон, которое альпинисты берут для экстренной медицинской диагностики. Прибор работал 22 минуты, после чего выдал сообщение об ошибке. Коллинз перезапустил его и попробовал снова. На этот раз анализ завершился, но вместо стандартного результата на экране появилась строка: «Совпадений не найдено. База данных не содержит соответствующих последовательностей». Портативные анализаторы такого класса содержат геномные базы данных всех известных позвоночных, большинства беспозвоночных и около 60 тысяч микроорганизмов. Коллинз снял показания прибора на видео. Результат совпадений не найдено технически невозможен даже для неизвестного вида. Любой земной организм имеет базовые последовательности, общие с другими формами жизни. Именно это видео через 3 недели появилось в сети и было удалено в течение 6 часов. Группа Хансена спустилась в базовый лагерь и сообщила о находке координатору экспедиции. Координатор связался с Катманду. Через 4 часа над базовым лагерем появились 2 военных вертолета. Всех участников группы, 8 человек, отвели в отдельные палатки и провели индивидуальные беседы с людьми в гражданской одежде, которые говорили по-английски без акцента. Телефоны и оборудование изъяли. Коллинз сказал Хансену перед тем, как их разлучили. Они уже знали. Они приехали слишком быстро, чтобы не знать заранее. На следующий день все 8 подписали документы и вылетели из Непала разными рейсами. Хансен нарушил соглашение через 3 недели, когда увидел официальное заявление о закрытии Эвереста по экологическим причинам. Коллинз до сих пор молчит. Его страница в профессиональной медицинской сети была удалена в марте. Существо осталось на горе. Или его забрали. Никто из 8 человек не знает точно. Их вывезли до рассвета. Видео Коллинза существовало в сети 6 часов, но этого оказалось достаточно. Его успели скачать и проанализировать несколько независимых биологов. Один из них, молекулярный биолог из Праги Мартин Дворжак, опубликовал разбор записи на закрытом научном форуме до того, как его аккаунт был заблокирован. Скриншоты этого разбора до сих пор циркулируют в узких кругах. Дворжак обратил внимание на конкретную деталь в показаниях прибора. Стандартная ДНК земных организмов построена на 4 азотистых основаниях: аденин, тимин, гуанин, цитозин. 2 из них не соответствовали ни одному известному азотистому основанию. В образце с Эвереста прибор зафиксировал 6 различимых сигнальных паттернов вместо 4. Дворжак написал: это не мутация, это не загрязнение образца, это другая биохимическая система. Теоретически существование шестибуквенной ДНК не является невозможным. В 2018 году американские химики из института Скрипса синтезировали искусственный организм с расширенным генетическим кодом. Да, они добавили 2 синтетические буквы к стандартным 4. Но тот эксперимент проводился в лаборатории, требовал специальных химических условий и не мог существовать в природе самостоятельно. Образец с Эвереста был живым организмом на высоте почти 8000 метров при температуре минус 31 градус. Дворжак также указал на второй аномальный факт из видео Коллинза. Прибор зафиксировал структуру белков, которая не соответствует стандартной левосторонней хиральности аминокислот. Все земные организмы без исключения используют левосторонние аминокислоты для построения белков. Это одна из фундаментальных биохимических констант жизни на Земле. В образце
присутствовали правосторонние аминокислотные цепочки. Дворжак написал прямо: организм с такой биохимией не мог эволюционировать на Земле. Период адаптации занял бы сотни миллионов лет и оставил бы следы в геологической летописи. Таких следов нет. Через 2 суток после публикации Дворжак удалил все свои аккаунты в научных сетях. Его коллеги из Карлова университета сообщили, что он взял неожиданный отпуск. На звонки не отвечает. Параллельно всплыла другая деталь. Японский альпинист Кензи Ватанабе поднимался на Эверест в октябре 2024-го. За 3 месяца до закрытия. На высоте 8200 метров его кислородная маска дала сбой, и пока он возился с оборудованием, заметил в расщелине скалы нечто, что описал в своем дневнике как камень, который дышал. Он сфотографировал расщелину, но на снимке оказалось только нагромождение камней. Ватанабе решил, что у него началась горная болезнь, и не придал этому значения. Свой дневник он опубликовал в личном блоге в январе 2025-го, за 2 недели до закрытия горы. После закрытия журналисты нашли этот блог. Запись была удалена, но ее успели сохранить. Сочетание 3 независимых источников, показания Хансена, анализ Дворжака и запись Ватанабе указывает на одно: существо находилось на горе как минимум с октября 2024. Возможно, значительно дольше. Эверест посещают около 800 альпинистов в год. Сколько из них видели нечто необъяснимое и молчали? Неизвестно. Но есть еще один вопрос, который Дворжак поставил в своем разборе последним. Если организм с правосторонними аминокислотами и 6-буквенной ДНК не может существовать на Земле, как он выжил? И главное, как долго он там был до того, как его нашли? Ответ на этот вопрос частично дают архивы, которые никто не думал проверять. В базе данных Гималайского общества хранятся отчеты всех зарегистрированных экспедиций на Эверест, начиная с 1953 года. Журналист Рохан Шарма из Катманду потратил 3 недели на просмотр этих отчетов после закрытия горы и нашел 12 случаев, которые раньше списывали на горную болезнь или галлюцинации. Первый задокументированный случай датируется 1978 годом. Австрийский альпинист Герхард Майер описал в своем отчете небольшое существо серого цвета, неподвижно лежавшее на скале на высоте около 8000 метров. Майер решил, что это птица, и продолжил подъем. В графе «Необычные наблюдения» он написал: существо не реагировало на ветер, перья или шерсть отсутствовали. Этот отчет пролежал в архиве 47 лет. В 1991 году южнокорейская экспедиция сделала фотографию на высоте 7800 метров. На заднем плане снимка между 2 камнями видна серая масса продолговатой формы. Фотография была включена в официальный отчет без комментариев. Участники экспедиции приняли объект за кусок брезента от старой палатки. Шарма увеличил цифровую копию снимка. Форма объекта не соответствует ни одному предмету снаряжения. У него есть выраженные конечности. В 2009 году американский альпинист Дэниел Форд потерял сознание на высоте 8000 метров и был спасен шерпами. В медицинском отчете после эвакуации зафиксированы его слова: «Рядом со мной лежало животное. Оно было теплым. Я прислонился к нему». Врачи записали это как бред, вызванный гипоксией. Температура на той высоте в день инцидента составляла минус 28 градусов. Форд выжил с минимальными обморожениями, хотя без снаряжения при таком холоде человек теряет сознание окончательно в течение 20 минут. Он пролежал на открытом склоне около часа до прихода Шерпы. Шарма опубликовал свой разбор архивов в непальской газете «Катманду Пост» 7 марта 2025 года. Статья вышла в печатной версии тиражом в 8000 экземпляров. Онлайн-версия была удалена через 9 часов. Редактор газеты заявил, что материал был снят по техническим причинам. Шарма уволился на следующий день и с тех пор не дает интервью. Что если бы у вас была возможность пообщаться с нейросетями, как с тем загадочным существом с Эвереста? На нашем сайте playprofia.com собраны все самые популярные нейросети по одной подписке. И не забудьте, что по ссылке в описании при регистрации вы получите бонус 500 токенов, как будто нашли настоящие сокровища. Но самая конкретная находка принадлежит не журналисту и не альпинисту. В январе 2025 года, за несколько дней до закрытия Эвереста, группа высотных носильщиков обнаружила на маршруте предмет, который не мог появиться там естественным путем. Объект лежал на открытом участке маршрута на высоте 7600 метров. По форме он напоминал капсулу длиной около 20 сантиметров. Гладкую, без швов, без видимых отверстий. Материал не царапался ножом и не реагировал на огонь зажигал. Один из носильщиков, Пасанг Дава, принес объект в базовый лагерь. Координатор экспедиции немедленно изъял предмет и запретил носильщикам обсуждать находку. Пасанг Дава рассказал об этом своей жене в тот же вечер по телефону. Жена записала разговор. Она делала это регулярно из-за плохой связи, чтобы переслушивать потом. Эта запись стала единственным свидетельством о капсуле, которая не была изъята. Из записи следует одна деталь, которую Пасанг упомянул вскользь. Когда он поднял объект, тот был теплым. Не комнатной температуры, именно теплым, как живое тело. На высоте 7600 метров при минус 34 градусах. Капсула исчезла из базового лагеря в ту же ночь. Но образец ДНК, который Коллинз взял с существа, не исчез. Точнее, не весь.
Коллинз был опытным полевым врачом и работал в зонах конфликтов в Афганистане и Южном Судане. Там он выработал привычку любой важный образец дублировать и хранить отдельно от основного. Когда военные вертолеты приземлились в базовом лагере, у него изъяли анализатор с основным мазком. Но второй мазок, нанесенный на стандартную медицинскую карточку-носитель и запаянный в вакуумный пакет, остался в боковом кармане термобеля. При досмотре его не нашли, Коллинз вывез образец в Великобританию. В Лондоне он передал его своему однокурснику, биохимику Саймону Гриффитсу, работавшему в независимой частной лаборатории в Бристоле. Гриффитс провел полный геномный анализ в течение 2 недель. Результаты он зашифровал и отправил Коллинзу по защищенному каналу. Затем уничтожил образец и удалил все файлы с лабораторных компьютеров. Гриффитс не давал интервью. Но в апреле 2025 года он встретился с журналисткой Анной Фолькер из немецкого издания и говорил с ней 3 часа на условиях анонимности. Фолькер опубликовала материал без имен. Из этой публикации стало известно следующее. Геномный анализ подтвердил данные портативного прибора Коллинза. Образец содержал 6 типов азотистых оснований вместо 4. 2 дополнительных основания имели молекулярную структуру, которая не встречается ни в одной известной форме жизни и не была синтезирована ни в одной лаборатории мира. Гриффитс назвал их условно X1 и X2. Цепочки ДНК, построенные с участием этих оснований, были значительно длиннее стандартных человеческих хромосом примерно в 3 раза. Что кодировали эти дополнительные последовательности, Гриффитс установить не смог. Для расшифровки нужен ключ, которого у земной науки нет. Второй критический факт из анализа Гриффитса касался радиационной устойчивости. В образце присутствовали белковые структуры, которые по своей конфигурации напоминают механизмы репарации ДНК. Системы восстановления генетических повреждений. Но их сложность превышала земные аналоги в несколько порядков. Гриффитс оценил теоретическую радиационную устойчивость организма как достаточную для выживания в открытом космосе при длительном воздействии солнечного излучения. Для сравнения, самый устойчивый земной организм — тихоходка — выдерживает дозу радиации в 57 тысяч Грей. Расчетный показатель для образца с Эвереста составил, по оценке Гриффитса, несколько сотен тысяч Грей. Третий факт оказался самым неожиданным. В образце не было обнаружено ни одного патогена, ни одного паразита, ни одного следа микробиома. Все земные организмы, от червей до людей, несут на себе и внутри себя тысячи микроорганизмов. Поверхность существа с Эвереста была биологически стерильна. Гриффитс написал Коллинзу: этот организм либо прибыл сюда в условиях полной изоляции от земной биосферы, либо имеет механизмы подавления чужеродной биологии, о которых мы не имеем представления. Через неделю после встречи с Фолькер лаборатория Гриффитса в Бристоле была продана новому владельцу. Гриффитс переехал. Новый адрес неизвестен. Фолькер получила юридическое уведомление с требованием раскрыть источник. Она отказалась. Дело находится в суде. Зашифрованные результаты анализа, которые Гриффитс отправил Коллинзу, существуют. Коллинз жив. Где находятся файлы, неизвестно. Пока Гриффитс уничтожал образцы в Бристоле, в научном сообществе происходило нечто, чего никто публично не связывал с Эверестом, но хронология совпадает точно. В феврале 2025 года, в течение 3 недель после закрытия горы, 4 ведущих астробиолога мира отменили все публичные выступления и исчезли из медиапространства. Не умерли, не заболели, просто перестали отвечать на запросы, отозвали статьи из журналов и прекратили публичную деятельность. Среди них Карлос Мендес из Мадридского университета, один из авторов стандартов поиска внеземной жизни для Европейского космического агентства, и Лю Вэй из Пекинского института астрофизики, которая за месяц до этого давала интервью каждую неделю. Американский научный журналист Питер Холланд заметил эту закономерность и написал письма всем 4. Ответил только один, и не напрямую. Ассистент Мендеса прислала короткое сообщение. Профессор не комментирует текущие события. Он рекомендует изучить работы по хиральной асимметрии аминокислот в метеоритах класса углистых хондритов. Холланд опубликовал это сообщение в своем блоге. Комментарий набрал 4000 ответов за сутки, потому что именно хиральная асимметрия была одним из ключевых пунктов в разборе Дворжака. Углистые хондриты — это метеориты, которые содержат органические соединения, включая аминокислот. В части из них обнаружены следы правосторонних аминокислот, той самой аномалии, которую Дворжак зафиксировал в образце с Эвереста. Научное сообщество давно обсуждает, не являются ли эти метеориты свидетельством занесения жизни на Землю из космоса. Намек ассистента Мендеса был достаточно прозрачным, но паника в научных кругах имела и более конкретное измерение. 19 февраля 2025 года в американском журнале молекулярной биологии была отозвана статья, опубликованная в декабре 2024. Статья называлась «Теоретические ограничения шестибуквенных генетических систем в условиях экстремальных температур». Авторы: 3 ученых из университета Джонса Хопкинса. Официальная причина отзыва: методологические несоответствия. Все 3 авторов отказались от комментариев. Статья была опубликована за 2 месяца до того, как Коллинз взял мазок с существа на Эвересте. Это означает, что кто-то изучал теорию шестибуквенных генетических систем применительно к экстремальным условиям еще до того, как о существе стало известно публично. Холланд попытался получить копию отозванной статьи через архивы университета. Ему отказали, сославшись на процедуру проверки.
Но препринт статьи был загружен на открытый научный сервер в ноябре 2024 года. Холланд нашел его. В статье описывались условия, при которых шестибуквенная ДНК могла бы сохранять стабильность. Отсутствие жидкой воды, температура ниже минус 20 градусов, минимальный радиационный фон. Авторы писали о теоретическом организме, который мог бы существовать в таких условиях, как о гипотетической модели. Но один из разделов содержал фразу, которую Холланд выделил жирным в своей публикации. Описанная система демонстрирует признаки адаптации к условиям, не встречающимся в известной земной биосфере, но характерным для ряда тел Солнечной системы и межзвездного пространства. Статья была написана как теоретическая работа, но язык одного раздела был языком описания реального объекта. Холланд отправил запрос в университет Джонса Хопкинса с просьбой прокомментировать несоответствие между теоретическим форматом статьи и конкретностью формулировок. Пресс-служба ответила через 8 дней стандартной фразой об академической процедуре отзыва публикации. На следующий день сервер, где хранился препринт, провел плановое обновление. Препринт исчез. Холланд успел сохранить копию. Он не публикует ее полностью. Только цитаты. На вопрос «почему?» он ответил коротко. «Я видел, что случилось с Дворжаком и Гриффитсом». Закрытие Эвереста для альпинистов оказалось только видимой частью операции. То, что происходило на самой горе после эвакуации всех гражданских, стало известно благодаря 3 источникам: спутниковым снимкам коммерческих операторов, перехваченным переговорам радиолюбителей и показаниям одного человека. Коммерческий спутниковый оператор Planet Labs делает снимки поверхности Земли с периодичностью раз в сутки. Снимки доступны платным подписчикам с задержкой в 24 часа. Пользователь под ником Himalaya Watch начал публиковать сравнительные снимки базового лагеря Эвереста на специализированном форуме с первого дня закрытия. На снимках от 18 февраля 2025 года в базовом лагере видны 8 крупных объектов, которых не было недели ранее. По размеру и форме они соответствуют военным модульным конструкциям, топоразборным укрепленным постам. На снимках от 23 февраля к ним добавились 2 объекта характерной формы. Вертолетные площадки с разметкой. Аккаунт Himalaya Watch был заблокирован на форуме через 4 дня, но снимки успели скачать и распространить. На снимках от 1 марта видно, что активность в базовом лагере значительно возросла. Тепловые следы от генераторов, следы техники на снегу, новые конструкции выше по склону, на высоте около 5500 метров, где раньше не было никакой инфраструктуры. Радиолюбители из Катманду и Лхасы фиксировали зашифрованные переговоры на военных частотах в районе Эвереста, начиная с 19 февраля. Большинство переговоров были полностью зашифрованы, но 27 февраля один из операторов в Катманду поймал короткий незашифрованный фрагмент на непальском языке. Фрагмент длился около 8 секунд. Оператор, пенсионер Бинодха, потом записал его и выложил в сеть. В записи слышны 2 голоса. Первый говорит: «Объект переместился, сектор 4». Второй отвечает: «Подтверждаю, группа 3 не приближает. Объект переместился». Это единственная фраза, которую Тхапа не смог объяснить с точки зрения стандартных военных операций на месте. Перемещение объекта в горных условиях обычно означает либо транспортировку груза, либо движение живого существа. Тхапа написал в своей публикации: «Я 30 лет слушаю военные переговоры. Так говорят, когда что-то движется само». Третий источник — непальский военный инженер, который участвовал в строительстве инфраструктуры в базовом лагере и попросил называть его Арджун. Арджун связался с журналисткой Фолькер через зашифрованный мессенджер в марте 2025 года. Он сообщил следующее: военный персонал на горе был разделен на группы с четкими ограничениями доступа. Строительные бригады, к которым относился Арджун, работали только ниже 6000 метров и не имели права подниматься выше без специального сопровождения. Выше 6000 работали другие группы в специальных костюмах, которые Арджун описал как похожие на скафандры, но не совсем. Эти группы спускались в базовый лагерь раз в 2 суток, проходили через отдельный модуль и не контактировали с остальным персоналом. Арджун видел один из таких костюмов вблизи случайно. Он зашел в технический модуль за инструментом и застал 2 человек в процессе снятия снаряжения. Костюм имел встроенную систему фильтрации воздуха и герметичные перчатки. На груди небольшой прибор, который Арджун не смог идентифицировать. Один из людей заметил его и приказал немедленно уйти. На следующий день Арджуна вызвал командир и предупредил, что любое обсуждение увиденного повлечет серьезные последствия. Арджун покинул базовый лагерь через 2 недели по окончании контракта. Перед отъездом он заметил, что один из модулей выше по склону. Тот, который появился позже остальных, на высоте 5500 метров, оснащен системой внешнего освещения, которая работала круглосуточно. Осветительные системы такого типа используются в условиях, когда необходимо постоянное визуальное наблюдение за определенным пространством. Не за периметром, за конкретной точкой внутри периметра. Что находилось в этой точке, Арджун не знает. Но он сказал Фолькер одну вещь напоследок. Люди в костюмах спускались уставшими, но не физически. Они выглядели так, как выглядит человек после чего-то, чего он не понимает. В конце марта 2025 года Эрик Хансен получил сообщение.
Ни письмо, ни звонок, короткое голосовое сообщение в мессенджере от номера, которого он не знал. Номер был зарегистрирован в Непале. Голос говорил по-английски с легким акцентом, который Хансен не смог идентифицировать. Сообщение длилось 40 секунд. Хансен опубликовал расшифровку. Голос сказал следующее. Существо живо. Оно не одно. Мы нашли следы присутствия на 3 различных высотах. Оно не пришло сюда недавно. Датировка органических следов в расщелинах дала результат. Минимум 200 лет. Возможно, значительно больше. Оно не агрессивно, но оно наблюдает. Мы поняли это, когда камеры начали фиксировать одно и то же. Каждую ночь объект менял позицию ровно настолько, чтобы оставаться вне прямой видимости прожекторов. Не случайно? Точно. Каждый раз минимальное необходимое смещение. Это не инстинкт. Это расчет. Сообщение исчезло из мессенджера через час после получения, удалено со стороны отправителя. Номер перестал существовать. Слова о датировке в 200 лет означают конкретное историческое совпадение. Первая задокументированная попытка восхождения на Эверест состоялась в 1921 году. До этого на горе не бывал ни один человек с современным снаряжением и возможностью что-либо зафиксировать. Если существо находится на горе 200 лет, оно было там задолго до первого человека. Оно не пришло за людьми. Люди пришли к нему. Но самое значимое в сообщении — не датировка. Самое значимое — поведение. Существо, которое Хансен видел неподвижным на скале, которое Ватанабе принял за дышащий камень, которое согревало умирающего Форда в 2009-м. Это существо отслеживало расположение прожекторов и корректировало свою позицию каждую ночь. Оно понимало, что его ищут. Оно понимало, как работает свет. Оно выбирало минимальное смещение. Не максимальное, не паническое бегство, а точно рассчитанный минимум, достаточный для того, чтобы остаться невидимым. Это поведение не объясняется ни одной известной моделью животного интеллекта. 29 марта спутниковые снимки зафиксировали резкое изменение в базовом лагере. За одну ночь 3 из 8 модульных конструкций были демонтированы. Тепловой след от генераторов сократился вдвое. Активность на склоне выше 6000 метров прекратилась полностью. Это не выглядело как завершение операции. Это выглядело как экстренная реорганизация. Арджун написал Фолькер в тот же день. Мне позвонил человек из лагеря. Он сказал только, оно ушло выше. Они не могут следовать туда с оборудованием. Выше 8400 метров, но это зона, которую альпинисты называют зоной смерти. Человек без кислородного оборудования теряет сознание там в течение нескольких минут. Развернуть стационарное оборудование наблюдения на такой высоте технически крайне сложно. Существо поднялось именно туда. Оно не убегало в случайном направлении. Оно выбрало единственное место на горе, куда люди с оборудованием не могут последовать. Хансен написал в своем аккаунте после публикации расшифровки. «Я думал, что мы нашли. Теперь я думаю, что оно позволило нам себя найти». А потом решила, что достаточно. Через 6 часов его аккаунт был заблокирован. Но фраза разошлась раньше. В начале апреля спутниковые снимки показали новое. В зоне смерти на высоте около 8600 метров тепловой сенсор одного из коммерческих спутников зафиксировал аномалию. Небольшой источник тепла, примерно соответствующий по размеру крупному животному. Да, неподвижный, устойчивый, существующий при температуре окружающей среды минус 50 градусов. Он не двигался 3 суток, потом исчез со снимков, не умер. Не был эвакуирован. Просто перестал быть виден сенсором, как будто научился быть невидимым и для них тоже. Эверест остается закрыт. Официальный сайт Департамента туризма Непала содержит одну строку. Выдача разрешений на восхождение приостановлена до дополнительного уведомления. Никаких сроков, никаких причин. Это беспрецедентно. Гора не закрывалась полностью ни разу за всю историю организованных восхождений, включая периоды войн и политических кризисов. Правительство Непала потеряло на закрытии прямой доход в размере около $5 миллионов только от разрешений на сезон 2025 года, не считая туристической инфраструктуры, логистики и занятости шеф. Страна с одной из самых слабых экономик в регионе добровольно отказалась от этих денег. Без объяснений. Это означает, что давление, которое заставило Катманду пойти на такое решение, было значительно сильнее экономических потерь. Коллинз по-прежнему молчит. Дворжак не появляется в публичном пространстве, Гриффитс недоступен, Шарма не дает интервью. Хансен лишился платформы. Фолькер судится за право защищать источник. Холланд публикует только цитаты, боясь публиковать полный документ. Это не случайное совпадение. Это системная картина, в которой каждый человек, прикоснувшийся к конкретным данным, исчезает из публичного пространства в течение нескольких недель. Но есть факт, который не исчез и который никто не оспорил. В мае 2025 года китайская сторона Эвереста, маршрут через Тибет, который контролирует Пекин, также была закрыта для восхождения. Официальная причина — плановые геологические исследования. Китай и Непал не координировали это решение публично. Две страны с разными правительствами, разными интересами и многолетней конкуренцией за альпинистский туризм закрыли одну гору одновременно. Это произошло впервые в истории, на обеих сторонах горы, одновременно. Вернемся к вопросу, с которого начался этот рассказ. Почему закрыт Эверест? Официального ответа нет, но совокупность фактов дает
контур ответа, который складывается сам. Организм с шестибуквенной ДНК и правосторонними аминокислотами находится на горе как минимум 200 лет. Он демонстрирует целенаправленное поведение, уходит от наблюдения, выбирает позиции, недоступные для людей с оборудованием, адаптируется к конкретным условиям слежки. Он не один. Следы зафиксированы на 3 разных высотах. Его биохимия несовместима с земным происхождением по 2 независимым параметрам – структуре ДНК и хиральности аминокислот. Ученые, проводившие анализы, устранены из публичного пространства. Военные развернули на горе инфраструктуру, требующую специальных защитных костюмов. 2 государства закрыли гору одновременно без координации в публичном пространстве. Это не история о снежном человеке. Это не история о неизвестном виде животных. Неизвестные виды не требуют подписания соглашений о неразглашении и не вынуждают ученых исчезать. Тихоходка Банилёси, самый устойчивый земной организм, была открыта в 1773 году и не вызвала закрытия ни одной горы. Последний задокументированный факт датируется июнем 2025 года. Непальский пастух из деревни Намче-Базар, расположенной в 20 километрах от подножия Эвереста, рассказал местному радио, что его яки отказываются идти в сторону горы уже 4 месяца, с февраля. Яки ходили этим маршрутом каждый год на протяжении всей его жизни. Пастуху 62 года. Животные чувствуют то, что люди не видят. И они чувствуют это с того самого момента, когда гора была закрыта. Существо в зоне смерти перестало быть видимым для тепловых сенсоров в апреле. Но исчезновение с экранов не означает исчезновение с горы. Оно находилось там 200 лет до того, как его обнаружили. 200 лет, и никто не знал. Единственное, что изменилось в феврале 2025-го, люди узнали о нем. Оно об этом тоже знает.